доктор Кострик. Спасибо всем, кто нас смотрит. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Как алкоголь влияет на иммунитет организма? Это тема нашей сегодняшней встречи. Установлено, что злоупотребление алкоголем оказывает негативное влияние только на печень и поджелудочную железу. Для многих людей этот миф является лицензией на алкогольные напитки, чтобы укрепить тело и стать устойчивым к микробам. Как на самом деле быть? Могут ли популярные проценты защитить нас от заражения? Как алкоголь влияет на наш иммунитет? Итак, 3 миллиона человек ежегодно умирают из-за чрезмерного употребления алкогольных напитков. Эксперты все чаще обращают внимание на разрушительное влияние алкоголя на иммунную систему. Снижение иммунитета после однократного приема алкоголя может продолжаться до 24 часов, что дольше, чем он присутствует в нашей крови. Употребление алкоголя несет в себе риск развития инфекционных и неинфекционных заболеваний и психических расстройств, что может сделать человека более восприимчивым к инфекции, в том числе и COVID-19. Это предупреждает Всемирная организация здравоохранения. Проверьте свое здоровье. Алкоголь – самый популярный наркотик в мире. Алкоголь на протяжении многих лет является бесспорным лидером в списке стимуляторов, которые чаще всего употребляют люди во всем мире. Хотя культура употребления алкоголя со временем менялась, его потребление не только сокращалось, но и, к сожалению, увеличивалось из года в год. По данным Всемирной организации здравоохранения ВОЗ, к этому виду напитков прибегают целых 2,3 миллиарда человек. Данные согласно последнему глобальному отчету ВОЗ. Один человек потребляет в среднем 33 грамма чистого этилового спирта в день. Это примерно эквивалентно 2 бокалам вина, всего 300 мл, или одному большому пиву, 750 мл, или 2 стаканам 80 мл крепкого спиртного напитка. Являясь токсичным и психоактивным веществом с сильным привыканием, алкоголь является частой причиной смерти. Тревожный является и тот факт ВООЗ, что ежегодно из-за чрезмерного употребления алкогольных напитков умирает до 3 миллионов человек, причем значительный процент из них подвергается в результате ухудшению здоровья и инвалидности. На вредное употребление алкоголя приходится в среднем 5,1% глобальное время болезней. Наиболее подвержена ему возрастная группа – это 15-49 лет, так как потребление алкоголя значительно увеличивает риск полной потери работоспособности организма и преждевременной смерти. Как алкоголь влияет на организм? Страдает не только печень, однако благоприятные обстоятельства – это только одна сторона медали. Но как потребление алкоголя влияет на наш организм, зависит от многих других факторов. Дело не только в возрасте и исходном состоянии здоровья, но в контексте употребления алкоголя. Конечно, важны количество и частота употребления алкоголя, но также количество и качество выпитого за один раз алкоголя. То есть часто нелегально произведенный алкоголь содержит много токсичных веществ, представляющих серьезную опасность для здоровья. Регулярное и прежде всего длительное и чрезмерное употребление алкоголя влияет на работу пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, а также на центральную нервную систему. Международное агентство по изучению рака также четко классифицирует алкогольные напитки как канцерогенные. Алкоголь вредит не только печени, а и негативно влияет на другие органы. Между тем, специалисты все чаще обращают внимание на разрушительное влияние алкоголя на иммунную систему. Злоупотребление алкоголем вызывает широкий спектр нарушений во всем организме, включая сердце, мозг и нервную систему. Это может привести
гипогликемии, а также может значительно снизить иммунитет. Употребление алкогольных напитков может нарушить работу иммунной системы как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Первое чаще всего возникающее в результате разового чрезмерного употребления приводит к обезвоживанию организма, прежде всего вымыванию белков, которые необходимы для борьбы с болезнетворными микроорганизмами. Такое снижение иммунитета после употребления алкоголя может длиться до 24 часов, что дольше, чем проценты, присутствующие в нашей крови. За это время мы с большей вероятностью заразимся, например, вирусом или бактерией. В долгосрочной перспективе организм систематически лишается микроэлементов и витаминов, которые необходимы для правильного функционирования иммунной системы, что также снижает наш иммунитет. Длительное злоупотребление алкоголем повреждает органы, участвующие в иммунном ответе, включая печень, селезенку, костный мозг и лимфатические узлы. Более того, он может усугубить заболевания этих органов, не давая организму инструментов, так называемых, для защиты от воспаления. Исследования у пациентов, лечащихся от вирусного гепатита, показывают, что употребление алкоголя подавляет клеточный иммунитет и увеличивает обнаружение вируса в крови. Кроме того, злоупотребление алкоголем может запускать аутоиммунные процессы, повреждающие ткань этого органа. Алкоголь нарушает основную функцию иммунной системы, то есть защитный механизм от враждебных внешних факторов. Замедляется естественное созревание и кинетика лимфоцитов, которые могут быть не в состоянии производить достаточное количество антител для защиты от антигенов. Важную роль здесь играет интерлейкин-10, то есть фактор, ингибирующий синтез цитокинов, белков, участвующих в том числе в процессе формирования иммунного ответа. Этот вопрос приобретает особое значение в эпоху борьбы с пандемией коронавируса, когда правильная работа иммунной системы является ключевым элементом профилактики. Эту проблему хорошо иллюстрируют группы риска лиц, наиболее подверженных риску развития COVID-19, к которым относятся онкологические больные, люди, страдающие хроническими заболеваниями, в том числе астматики и аллергики. Даже кратковременное снижение иммунитета может значительно повысить подверженность организма к вирусу SARS-CoV и привести к заражению. Важна и готовность такого обремененного организма к борьбе с вирусом. Прогноз для злоупотребляющего алкоголем пациента с симптомами или бессимптомным течением COVID-19 всегда будет хуже, чем для человека без зависимости, особенно когда пациент страдает заболеваниями, вызванными регулярным употреблением большого количества алкогольных напитков, например, печёночной недостаточностью или алкогольной кардиомиопатией. О масштабных проблемах предупреждает и Всемирная организация здравоохранения, которая разработала документ «Алкоголь и COVID-19». О чем же стоит помнить? ВОЗ опровергает распространенный миф о том, что употребление алкоголя является эффективным оружием против коронавирусной инфекции. Страх и дезинформация создали опасный миф о том, что употребление крепкого алкоголя может убить вирус. Это не соответствует действительности. Употребление любого алкоголя представляет опасность для здоровья, но употребление крепкого этилового спирта – этанола, особенно если он был загрязнен метанолом, могут иметь серьезные последствия для здоровья, в том числе летальный исход. Употребление алкоголя сопряжено с риском развития инфекционных и неинфекционных заболеваний
и психических расстройств, что может сделать человека более восприимчивым к COVID-19 иммунной системы и увеличит риск неблагоприятных последствий для здоровья. Именно поэтому люди должны минимизировать потребление алкоголя в любое время, особенно во время пандемии COVID-19. Ограничьте доступ к алкоголю. Надеюсь, информация была полезна для вас. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. До новых встреч!